Всех приветствую на канале Бенди Крипто. И в этом видео разберем критерии для получения airdrop в Ketizen, что будет дальше с проектом и сколько примерно могут нам насыпать. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а мы начинаем. Ну что, долгожданный airdrop Ketizen токена Keti состоится 20 сентября. Токен выйдет на всех топовых биржах, в том числе Bybit, OKX, это тир 2 биржи, и уже в игре есть намеки на то, что будет листинг на Binance, это вот, допустим, коты, которые бегают со значком Binance, тоже намекают нам о том, что будет листинг на Binance, скорее всего. Все биржи вы можете видеть на экране, также, возможно, добавятся какие-то еще новые биржи. Короче, токен выйдет везде, и они хотят сделать максимально громкий выход, может даже будет лучше, чем OnNoteCoin и DOX, поэтому я в это верю, потому что, во-первых, в игру играет меньше людей, и в игру играют люди, которые более платежеспособны, и об этом нам говорит статистика. На данный момент в игре премиум пользователей Telegram 2 миллиона пользователей, даже больше, чем 2. Короче, сумма приближается к 2,5 миллиона пользователей с премиум подпиской Telegram. Это уже один большой плюсик, потому что в игру играет чуть больше 30 миллионов, и достаточно большое количество имеет премиум подписку. Также это считается самый высокодоходный проект в Telegram, потому что они уже собрали прибыль больше 20 миллионов долларов. Вы прикиньте? Больше 20 миллионов долларов собрали ребята из Ketizen путем всяких донатов внутри игры, там где можно покупать рыбу, XZen и разные другие фишки вы можете донатить. И эта игра считается одной из самых донатных в играх Telegram. Это тоже большой плюс, так как у команды явно есть деньги. Давайте перейдем к возможным критериям airdropа. Пока что официальной информации, какие точно критерии нету, но есть примерное понимание того, за что вам насыпят токены. Первый критерий это Viketi, то есть это просто монетки, которые приносят вам ваши коты. То есть чем выше уровень ваших котов, тем больше у вас Viketi в час падает. Это будет у нас одним из основных критериев. Об этом также было упоминание в официальном телеграм-канале Ketizen. И следующий критерий для получения airdропа это токены XZen. Это получается вот эти социальные токены, которые можно получить за приглашение, также их можно купить. И недавно была, получается, акция внутри Ketizen, где мы смогли выполнять разные задания и за это получать XZen. Также, возможно, будет влиять на airdrop количество потраченных фиш, то есть тоже есть валюта внутри Ketizen фиши, за которые вы можете покупать котов, покупать бусты и прочие штуки вы можете задонатить в игру и, получается, приобрести фиш. И за эти фиши вы можете тратить их, получается, в игре. И одним из главных критериев в следующем, это будет он-чейн пользователи, то есть пользователи, которые провели транзакцию внутри игры, то есть которые провели, допустим, есть транзакции за ежедневный вход, есть транзакции за бусты, то есть чтобы получить больше бустов, нужно провести транзакцию, заплатив комиссию. Вот это тоже будет одним из важных показателей, и я считаю, если вы не делали транзакцию, то нужно хотя бы один раз зачекиниться, получается, провести транзакцию ежедневную хотя бы. Она там стоит буквально копейки, там просто заплатить комиссию и все. А при этом вы можете дополнительно получить дроп. Это будет стать мультипликатором к получению airdropа. Также ходит информация, что снапшот будет проведен 14 сентября. Что такое снапшот? Это снимок вашего прогресса в блокчейне, в игре. То есть зафиксируются показатели, которых вы достигли. И на основе этих показателей будет вести пересчет статистики и распределение токенов Keti. Давайте еще разберем токеномику. 43% пойдет на airdrop, то есть нам с вами. 20% идет в казну, то есть на будущие разные раздачи, на партнерство. Короче, казна будет использоваться для будущего продвижения проекта. 20% для команды, в принципе, стандартное число, ничего тут такого нету. 8 инвесторам на сид-раунде, 2% идет контент-мейкерам и 3 стратегическое распределение. Токеномика выглядит достаточно хорошо и сбалансированно, поэтому это еще один жирный плюс для Ketizen. Также напишите в комментариях, какого уровня у вас коты, мне будет очень интересно почитать. И давайте померимся, у кого больше код уровня. Короче, ждем ваших комментариев, внизу спускайте, пишите комментарии, какой у вас уровень кота. Ketizen сообщили такую информацию, что airdrop получат все, получается, с серебряной до мастер-лиги. Серебряную лигу получить можно буквально за несколько дней, поэтому если вы еще не зашли в игру, у вас есть время, чтобы прокачаться хотя бы до серебряной лиги и хоть что-то получить. Поэтому по ссылочке в описании переходите в Ketizen, залетайте, начинайте качать ваших котов, скрещивайте их. И скоро, 20 числа листинг, где-то в этом районе у нас будет проходить airdrop. У нас есть примерная статистика, какой уровень кота соответствует лиге. Чтобы достигнуть лиги Gold, вам нужен 20 уровень кота. Это тоже, в принципе, за пару дней можно достигнуть, просто поставив там телефон, чтобы он сам скрещивался, купив автобота. Либо на компьютере можно запустить тоже, он будет у вас работать компьютер и будут ваши коты скрещиваться, если у вас есть автобот. Platinum Лига это 40 уровень кота, Diamond это 110 уровень кота, ну плюс-минус. Мастер Лига это 210 уровень кота и Рояль Лига это 327 уровень кота. Примерно такие уровни котов вам нужны, чтобы перейти на ту или иную лигу. Сейчас токен Keti торгуется на премаркетах на многих биржах, OKX,
OKX, Bybit. На Bybit, допустим, цена $0,5 за токен. Исходя из разных сливов и примерных подсчетов, мы с вами можем посчитать примерную цену airdropа на пользователя. Опять же, все будет зависеть от лиги, от вашего ончейн активности, то есть от транзакций, которые вы проводили, от друзей, то есть там xzenов. Много будет разных критериев, но в среднем на пользователя мы можем посчитать, сколько мы получим airdrop. Давайте приступим к расчетам. Давайте предположим, что капитализация проекта на момент листинга будет 700 миллионов-1 миллиард. На airdrop выделено у нас 43%. То есть минимум 220 миллионов токенов будут разданы пользователям. И давайте возьмем диапазон цен 0,7-1 доллар, потому что цена на премаркете может отличаться от цены листинга. И берем самый худший расклад событий. Капитализация проекта 700 миллионов, цена токена 0,7 долларов и на руках у игроков 220 миллионов токенов. Итого 220 миллионов токенов при цене 0,7 мы получаем 154 миллиона долларов. Airdrop получат только ончейн пользователи. Предположим, что к моменту TGE, то есть листинга, их будет 2 миллиона. Средний дроп на одного пользователя будет 110 кэти, то есть 77 долларов. Это опять же средний дроп на человека. То есть если у вас больше лига, больше котов, больше активности, вы получите больше дроп. А средний дроп 77 долларов на человека. Я хочу вам сказать, что это довольно-таки хороший дроп, особенно если сбреет ботов, всех тех, кто нечестно участвовал в игре, то мы получим еще больше airdrop за счет того, что количество людей уменьшится. И опять же, ончейн пользователи, их на данный момент там около 2 миллионов. То есть это тоже будет важный критерий. То есть будут брить на лысо просто жесточайше. И поэтому я считаю, что транзакции вы должны обязательно сделать, чтобы точно получить airdrop. Не забывайте про это, транзакция, буквально стоит копейки. Я думаю, вам не будет жалко. Но я все равно думаю, что дроп будет в 2-3 раза больше, потому что сбреют ботов, плюс будут сыпать в основном тем, кто тратил деньги, то есть ончейн пользователи и те, кто честно играл. И сразу после TGE, то есть момента листинга Кэтизен, игра не закончится, она будет продолжаться, будут вводиться разные новые фишки, плюс команда проекта обещала ввести NFT, то есть наши коты, скорее всего, будут потом в виде NFT. Плюс у нас есть игра внутри Кэтизен, которая тоже сейчас набирает бешеную популярность, называется она Бумби. Вы можете тоже перейти по ссылочке в описании, начать в нее играть. Там максимально все просто. Вы, получается, прокачиваете своего персонажа, в середине у вас есть кейсик, вы нажимаете на кейсик, открываете кейсик, получаете разные шмот, этот шмот одеваете, проходите боссов и тем самым прокачиваетесь. Игра реально очень интересная, мне самому понравилось, я прям залип в нее. И есть похожие игры в WeChat, то есть Кэтизен, он стремится к тому, чтобы стать таким гейминг-хабом внутри Telegram с намеками на WeChat. А WeChat, как вы понимаете, если вы не знаете, то это очень популярный мессенджер в Китае, которые пользуются практически все. На данный момент статистика у нас такая. Ежедневный онлайн превысил более 5 миллионов пользователей в сутки. Ежедневно более 100 тысяч пользователей совершают внутриигровые покупки на общую сумму 300 тысяч долларов. На данный момент доход Кэтизен более 22 миллионов долларов. Кэтизен собирается идти по пути игр из WeChat, есть куда расти. Основные отличия Кэтизена от других проектов — это грамотно выстроенная экосистема и продукт. Пока остальные проекты и токены угасают в кратчайшее время после листинга, Кэтизен собирается идти совсем другим путем. Кэтизен будет мотивировать пользователей к удержанию токенов. В других играх экосистемы будет действовать скидка для держателей токенов Кэти. Также за Кэти можно будет участвовать в лаунчпадах и приобретать токены других проектов. И Кэти можно будет использовать в качестве оплаты, допустим, за те же бусты, то есть вместо тонов вы будете платить токенами Кэти. И давайте еще немножко разберем про Бумби тоже. Игра во время бета-теста привлекла 300 тысяч игроков. На второй день процент удержания составил около 40%. Это довольно-таки хороший показатель. Проценты платящих пользователей 11%. Геймплей похож на популярные игры из WeChat, например, Hundao Duck One. Зарубежная версия игры, вот которую я только что назвал с таким вот интересным названием, достигла ежемесячного дохода в 10 миллионов долларов. Кэтизен может добиться таких же и даже более лучших показателей. Бумби обещает стать следующей популярной игрой после Кэтизен, и airdrop уже подтвержден. То есть вы можете играть в игру прямо внутри Кэтизен, в будущем получить airdrop. Если вы хотите, чтобы мы сделали прям полный обзор на эту игрушку только по этой игре, то пишите об этом в комментариях, мы обязательно снимем видео на эту тему. Также внутри игрового центра Кэтизен есть торговый бот, который называется Vanilla Finance. И это свежая DeFi платформа на базе Scroll. На текущий момент они уже имеют ряд инвестиций от HTX Ventures. Тоже вы можете прямо зайти через Кэтизен в эту платформу и начать торговать. Я думаю, будет не лишним сделать пару транзакций, потому что они могут в будущем тоже насыпать какой-нибудь дропчик. Поэтому и следим мы не только за Кэтизен, но и за играми, которые внутри Кэтизен, чтобы тоже участвовать и получать airdropы от этих проектов. Также вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал Bendy Gang, ведь тут я выкладываю самые актуальные новости по криптовалюте, по airdropам, которые у нас будут в будущем и которые нам раздадут нормальные такие бабосики. Также комбо всякие выкладываю,
рассказываю про перспективные тапалки и много всего разного интересного, поэтому по ссылочке в описании приходите в мой телеграм-канал Bendy Gang и подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех криптособытий и зарабатывать деньги вместе с нами. Вот такое у нас видео получилось большое, я надеюсь, вам понравилось. Мы разобрали, за что мы получим дроп, кто получит дроп, что будет дальше с проектом и многое другое. Если вам понравился такой видеоролик, то обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий и подпишитесь на наш канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!